Всем привет! Сегодня у нас будет тема про то, что Трамп сказал, что он недоволен разговором с Путиным, да? Он его водит за нос, то есть он не собирается останавливаться. И это не слишком ему нравится. И, наверное, все-таки будут они вводить новые санкции, то есть какие-то жесткие, да. На вопрос, какие именно, он сказал, мы же должны оставить какой-то сюрприз. То есть сюрприз будет. Посмотрим, что будет за сюрпризы. Пить я буду сегодня гира, это квас, это литовский квас, 1 пинта. Очень классный, мне нравится вот этот квас, он максимально, видите, охлажденный, холодненький. Сейчас самое то. В Ирландии сейчас жара, плюс 25 у нас сегодня, так что давайте сегодня обсудим вот эту новостную повестку по поводу Трампа. Как вы думаете, что же он там ведет против, да, России и Путина? Какие еще санкции? Говорили, что 500, да, вот эти пошлины в 500 аж процентов поднять для тех, кто будет покупать там вот эти все, да, газ, нефть. Но, как я думаю, это, конечно, какой-то популизм. Нереальное что-то, нереально, потому что покупают и Китай, и Индия, да, то есть непонятно. Давайте всем, кто уже с работы вернулся, посвящается. Можно теперь поговорить, выпить квас. Еще раз повторяю, это квас. То сейчас будет куча вопросов. Пожалуйста, это литовский квас. Гира, кто знает, тот знает. Кто не знает, сейчас начнет писать там это пиво, еще что-то, придумывать, выдумывать. Только открыл. Ой, квас, конечно, это зачетный вообще. Ребята, ставьте лайки, пишите свои вопросы, задавайте. Что вы можете сказать по поводу того, что вот такая вот у нас ситуация, да, что уже потихоньку Трамп признается, дедушка Трамп признается, что у него нету все-таки никаких рычагов влияния, манипуляции, да, и то, что постоянные там такие созвончики, да, типа с Путиным постоянно у него, да, они там уже в какой раз уже там в 5-й или в 6-й раз созваниваются, толку никакого, просто ля-ля фа-фа туда-сюда. Спасибо за лайк, кто поставил от души. От души спасибо за лайки, спасибо. То есть не будет дела, мне кажется, вообще никакого. То есть он уже просто сам признается, да, там в своей кепочке, make, как всегда, Америка там great again, туда-сюда. Но говорит, что уже, ну куда, не ведется, да, не ведется, не хочет парень. Парень хочет дальше идти вперед. Шо, блядь, Зеленский, как всегда, блядь, с протянутой рукой хоть что-то дайте, блядь. Это, короче, пипец просто. Ты смотришь эти новости последние, просто думаешь, бля, ну просто, да, кричал, главный лозунг был чувака: закончу войну за 24 часа, ебать. По привету, Влад Про, привет. Квасиком, чин-чинь. Фу, холодненький, класс. Слышишь, Трамп заявлял, что за 24 часа закончит войну. Все верили, я даже сам думаю, блин, ну реально придет, сейчас реально надавит, да, сделает что-то, то есть реально, возможно, какие-то реальные переговоры, какое-то реально там, ну, движение в этом отношении. Просто, ну, просто ноль, ну, то есть, ну, ничего, как он потом сказал. Это ж просто был, типа, сарказм, типа, такой оборот речи, типа, понятное дело, что за 1 день невозможно, ну, за 2 недели, ну, за месяц, ну, за 2 месяца. Уже сколько прошло, я не знаю, сколько уже прошло, сколько уже Трамп у власти, ребята, кто знает, полгода, больше. Любовь, привет. Доброго времени суток, как ваши дела, Любовь? Поставьте лайк, пожалуйста, этой трансляции. Как у вас дела, как у вас настроение, как у вас погода. Мы пьем квас и общаемся по поводу того, что Трамп не может остановить войну в Украине. Он не может ничего уже. Дедушка Трамп, короче, сдулся. Мне кажется, у него больше проблемы с Илоном Маском. У них там какие-то батлы непонятные, какие-то разборки, ну... Тот на приколе уже свою партию создал, там Америка, да, и они это там, ля-ля-ля-ля, ну, соси-боси, вы поняли, что-то на тросе, ну, короче, цирк на дроте. Что вы можете сказать по поводу вот этого вот всего движения? Когда вообще вы думаете закончится война в Украине? Когда? И какой будет финал? Вот просто... Я сегодня просто с братом, да, общался, уже просто, вот он максимально лояльный, да, вот он сейчас в Украине живет, он в Ирпене живет,
снимает квартиру, да, там у него свой бизнес, уже сейчас взял квартиру в ипотеку, то есть в прямом смысле человек живет, да, развивается, платит там налоги, все как полагается. Но, говорит, просто на улицу невозможно выйти, понимаете? Он реально максимально там топит за Украину, там донатит туда. Ну просто, говорит, уже просто это уже надоело, говорит, просто невозможно выйти. ТЦКшники просто кружат, блядь, как коршуны просто. Просто как коршуны, понимаете, как-то в Африке показывают, да, когда, там, не знаю, какая-то антилопа или какое-то животное там хромает, да, ну, ему, да, ну, трудно, он там на грани фантастики, и вот они кружат, да, чтобы сейчас, когда он упадет, чтобы все вместе сразу цап и все, он говорит, просто, говорит, ездят просто, говорит, на вот этих обычных машинах, в смысле, на гражданских просто, говорит, и обычно одиночек, просто одиночек хватает, и вот это, если сам идешь, все, хана просто. То есть еще, говорит, у себя там на районе еще можно возле дома двигаться, да, в центр, там, в магазин просто, ну, вы представляете, вот просто, ну, вот, я тоже максимально, как бы, да, за Украину, но просто, ну, это как бы из первых, да, уст, это не просто от человека какого-то там, не знаю, там, пропагандона, да, либо какого-то фантазера, это реально человек просто говорит, ну, блядь, а у него сейчас вот родился, да, ребенок, то есть, ну, мой племянник, да, то есть как двигаться, ну, просто... Я не понимаю вот этого вот просто, блядь, ну, если уже ничего не получается, если уже просто, ну, нету никакого выхода, надо что-то договариваться, надо что-то уже делать. Нужно какие-то моменты просто, ну, блядь, как-то садиться, да, что-то уже базарить, потому что я не знаю, ну, Трамп сейчас еще оружие прикроет, и что потом вообще, я не понимаю. Что без оружия можно? Людей нету, оружия нету. И что? Непонятно. Мой город еще пока есть, да, как бы, ну, были обстрелы, но не так сильно, да, это город Доброполе, Донецкая область, то есть, ну, но просто я не пойму, нужно как бы дождаться, чтобы каждый город, да, как бы в руины превратился, тоже непонятно, то есть, ну, война закончится. Алекс, когда? Ты Ванга, ты можешь что-то нам посоветовать, предсказать, рассказать, мы слушаем тебя внимательно. Ребята, поставьте лайки, один лайк. Вчера на трансляции у нас было 18 лайков. Нужно на этой трансляции сделать 20. Ну, это ж просто пальчиком нажать и все. Ручки не для скучки. Нажали и все, и полетели. Я слушаю внимательно. Кто считает, когда вы реально думали победить Россию? Историю учите. Конечно, учим историю. Учим. Японская, русско-японская война учим. Крымская война учим. Причем, давай как бы, ну, понимаете, да, моменты, не нужно рассказывать. Были проебы, так что не надо рассказывать, ну. Афган и так далее. Продолжать, ну как это? Что, ну, не было таких моментов, не? Я фантазирую сейчас, историю не знаю, не? Когда потоки оружия закончатся. Блин, ну это как-то так вяло. Раскрыто сделай, как там, какие-то прогнозы, когда, что, это просто так, ну, когда оружие закончится. А может, оно не закончится никогда. Может, дедушка Трамп захочет просто сейчас вагонами, просто эшелонами будет просто все вести. Что тогда? Пасмурно, головы, это crazy. Не, у нас тоже пасмурно, ну плюс 25. Плюс 25 за бортом, то есть ты понимаешь, да? То есть, да, максимально как бы, ну такая атмосфера не солнечная, но именно душно, короче, как будто на дождь. Не было, тем более в Афганистане. Что ты плетешь? Ну, короче, Алексей Попов, ну что ты, ну где Киев за 3 дня тогда? Где? Ладно, даже за 2 недели. Ладно, за полгода. Уже 4-й год войны. Ну, что тут говорить? Что, ну, что, это успешный успех у вас такой? От 3 дней, 2 недель, потом 2 месяца, полгода до 4 лет? Ну, ладно, если это твои мысли такие, что все идет по плану, блядь, ваша там вот эта операция идет по плану, по указанному, все план, все идет действие, ну тогда ты живешь в каком-то, ну, иллюзорном мире. Ни хрена по плану не шло так вообще, абсолютно. Ваши там все эти геролиссимусы, блядь, думали, что просто сразу вот так вот, с наскока и готово. Нет вагонов оружия, его сделать очень дорого. В этом намного больше может сделать. Бодаются бесполезно.
Как вас это с Киевом? Слышишь, ну что ты рассказываешь? Ну за сколько дней? Илья, ну а за сколько дней было какое-то, ну, вы понимаете, что любая операция, там есть план действий. План, люди собираются и докладывают, говорят, так, вот это мы сделаем за столько, за столько, за столько. Я сомневаюсь, что план был, блядь, 4 года по одному селу в неделю брать. Так что давай не будем, ничего там нормального нету, блядь. Ваши вот эти тыва, там все вот эти ребята, блин, узкоглазые, понабирали, ну, чисто, ну, ораликов тоже, ну, чисто бомжей одних, ну. Любая война заканчивается переговорами и миром. Ну, понятное дело, ну, войны бывают и по 20 лет, и по 30 лет, и потом, как бы, я сейчас нахожусь в Ирландии, как бы, всю жизнь Ирландия воевала и была под оккупацией Великобритании. Ну, так сейчас они живут нормально и все. Ну, Адольф тоже собирался. Ну, так я про это и говорю. То есть, за Адольфа ты говоришь, видишь, что он что-то хотел, у него не получилось. А за своих ты не говоришь. Нет. Так вот, как оно идет, значит, так и должно быть. Понимаешь? Вот в чем фишка. Видишь, какие звоночки? Вот кто-то говорил, у кого-то может быть так. У нас так не может быть. Нет. Нет, у нас не было никакого плана. Или все это идет по плану. Ну. Так что, ну. Вы украинец? Донецкая область, город Доброполя. Моя ситуация, ты умничка. Любовь, щиро дякую, спасибо. Поставьте лайк. План был, только ты не знаешь какой. Вася, а ты знаешь какой? Я просто извиняюсь, ну, вот просто, ну. Просто, ну, говори, не размахивай руками. Тамара Мельник. Но я сам буду решать, что делать на своей странице, как мне двигаться. Если вам что-то не нравится, вы можете что сделать правильно? Перелистнуть трансляцию и улететь в светлое будущее к другим стримерам и смотреть их. Это ж ваше право. Мое право делать, что я хочу здесь. Алексей. Просто мне нравится это почитать просто, ну... я не договорил. Про Ирландию и Великобританию. Что они сейчас, да, как бы не то, что там дружат, но в смысле у них все хорошо. У них все хорошо. Да, время лечит, но точно для этого должно пройти очень много времени. Смениться должно пару поколений хотя бы, чтобы вот это все, да, все вот эти действия, все вот этот негатив ушел, конечно. Просто так это невозможно убрать. Никто не знает, как они договорятся и что и на что рассчитывали или насчитывали. Ты как бы пиши там тоже, как бы, ну, немножко там. Подскажите, пожалуйста, где вы снимали салют в Ирландии? Я живу возле Северной Ирландии. Где работаешь? Вова, ты находишься в Ирландии или просто интересуешься? Коля, иди просто понюхай бебру и успокойся. Иди нюхни и все. Я работаю в Супервалу, как и моя жена. Ну так что, эксперты, когда закончится война? Мои, вот, Коля, кто там еще, кто тут еще есть успешный успех? First Name какой-то, кто тут еще у нас? Алекс, какой-то F, лучшие люди Ютуба. Что вы можете сказать? Что Трамп сделает? Работая водителем. Ну, на развозке, что где-то? Деливери или нет? Киев, нет. Киев никогда не будет под этим флагом. Нет, ты не угадал. 1, 2, 3. Не. Вряд ли. Невозможно. Нереально. Никак вообще. Абсурд полный. Короче, дедушка Трамп, походу, да, он сдувается и непонятно, что делать. Созваниваются с дедушкой, с бункерным дедом, созваниваются, звонит ему там, да, в его бункер. Говорит, что что-то он очень сильно
как бы лапшу уже конкретную вешает, лапшу конкретную вешает, то есть Трамп уже понял, что его вокруг пальца потихоньку, короче, ну, обводят, ему говорят, накидывают, время идет, уже месяца идут, и все. Еще раз повторяюсь, никто не знает, как они договорятся и на что рассчитывать, что Зеля, что Пука, что Бидон. Сейчас уже не Бидон, сейчас уже Трампушка. Хватит думать, результат будет один. Хреново для народа. После войны всегда будет хреново, потому что сейчас страна, что та сторона максимально все инвестирует в оборонку. Понимаете, это все деньги все равно из каких-то фондов, из каких-то резервов. Украина вообще берет все это в долг, да, и потом после войны, наоборот, будет намного хуже с экономической стороны, потому что нужно отдавать кредиты, нужно сворачивать программы, нужно за все это будет, да, платить. То есть, а это будут платить кто? Налогоплательщики. То есть, им будет намного, ну, цены пойдут вверх, инфляция, туда-сюда, короче, все, кто понимает, тот в теме. Жду обзора дома уже 2. Да, блин, Вова, реально, блин. Я знаю, я, возможно, завтра это сделаю. То есть сегодня вот триммер купил, да, газон постригал. То есть как бы немножко хочется, знаешь, снять уже, чтобы был какой-то уют, понимаешь, да? То есть вот по-честному, то есть я сам хочу уже, то есть все это делается, все вот, мы только вот контракт получили на руки, только неделю назад контракт получили, то есть мы как бы, ну ты понимаешь, контракт, то есть чтобы сделать, то есть мы раньше через агентство снимали, а сейчас напрямую с лендлордом, то есть и он как бы, ну, вот только приехал, как бы деньги забрал, договор, все подписали, короче, ну. Им все равно на нас. Главное, что они хорошо живут. Если вы про депутатов и там все остальную верхушку любой страны, то в принципе да. Но все-таки в Европе хотя бы немножко какой-то, знаешь, есть у них уважение, какие-то стопы есть, понимаешь, хоть какие-то там, может, миллиончики они крадут, но не миллиарды. Я сомневаюсь, что прям вот в Ирландии прям крадут миллиардами, вот просто вряд ли, потому что, чтобы здесь такие схемы сделать, это нужно что-то нереальное вытворить. Какие-то там сотенки, ну, этих евро, может, пару лямчиков там где-то что-то отмыть можно как-то. Ну, миллиардами, как у нас, просто, блядь, просто десятками, ну, тут такого нету, тут это нереально, ну. Вчера получил 1000 евро отката с налоговой, подал декларацию и номер счета в ревеню. Но это касается тех, кто арендует сам без АРП. Братан, это очень классно, поздравляю тебя, эти денежки можно теперь на отдых. На отдых сейчас можешь легко себе путевочку раз-раз и все, и уже можно лететь отдыхать. Классно. У нас такой акции нету, потому что у нас все четко. У нас вот наша, да, контора Супервал, она прям все четко делает, все оформляет, что у нас реально, ну, нету, ну, ты понял, да? Заходим в ревеню, там все нету, и ни переплаты, и ни доплаты, все просто тютелька в тютельку, вот так, короче. Так что, ну, как-то так. ТЦК народ мучает. Согласен. Сегодня брат подтвердил, что вот он в Ирпене живет, блин, ну реально, не выйдешь с ребенком даже погулять. У него вот сыну 2 года исполнилось, просто, ну, блин, он реально как бы, ну, сидит дома в прямом смысле. Хорошо, что у него онлайн-бизнес, что он бабки может зарабатывать с дому. Заход аренды дома, дальше уменьшали налог на ЗП. Да, вот это, кстати, я не знаю, мы же тоже снимали сами дом. Вот, Вова, как это, вот это вот расскажи, вот как это, вот это даже я не вникал. По факту мы все же легально снимали, все есть полностью. А где это, как это податься, как это вот... Это надо в ревеню подать, получается, то, что ты снимаешь дом, получается, самому нужно как-то, да, это вводить или как? Или ревеню уже знает о том, что ты снимаешь. Вот это я немножко не могу понять, куда это, как ты, ну, понял, да, со стыковки. Так что елозишь тогда, свалил, радуйся, что жив, что мусолить тогда, или вернешься обратно. Нет смысла тогда тут воздух сотрясать. А кто его сотрясает? Мы просто общаемся.
Мы просто общаемся. Я же не кричу, что я куда-то собираюсь возвращаться или что. Я просто общаюсь, просто веду какую-то дискуссию. Абсолютно. То, что делает Россия по отношению к Украине, я никогда это не признаю. Это абсолютно, это просто захват территории. Какие референдумы в сраке. Мой город не голосовал, в том числе я. Неважно, что я выехал. Мой город никогда не был под оккупацией, ни в каком ДНР, никогда. Как можно, если я из Донецкой области, меня кто спросил, хочу ли я? Меня никто не спрашивал. Просто априори часть проголосовала, и все остальные территории уже просто, понимаешь, де-факто. Запорожье, огромный город, тоже де-факто уже в составе России. Какого хрена? Что это за бред просто? Давай де-факто, кто-то написал, first name, давай де-факто, я говорю о том, что одну комнату из твоей квартиры, она принадлежит мне, хорошо? Де-факто, кто голосует за? Я голосую за, все, first name, одна комната из твоей квартиры теперь принадлежит мне, окей? Ты согласен? Вот и все, вот все, мы проголосовали, все уже готово. Так что, дядя, ну, Вась, прекращай. Привет из Галова. Боты активизировались. Ну, конечно же. А кто сомневался? Их тут столько. Я не знаю просто, откуда они берутся. Просто, ну, это шалено просто. Шалени гости. Кем работаешь в Ирландии? Супервало. Как его? Shop Assistant. Дело не в оплате и не предоплате. Я подал, что арендую сам жилье. Куда ты подал? Так мы сами тоже арендуем жилье. Куда ты подал? На Украине? Нет. В Украине. В Украине. Нет. Посоветовал ирландец. Это хорошо. Так посоветовал, куда, братан, обращаться? Блин, даже я этого не знаю. Ты расскажи, блин, это. Вот этого я тебе не скажу. Ты должен пойти сам в инфоцентр, они тебя расскажут. Я просто офигел. Ты должен был, если ты арендуешь официально, получить после года аренды специальный лист с номером. И дальше ты должен подать декларацию в ревенью. Вот видишь, ну, в смысле, смотри, номер такой RTB, братан, Вова, RTB, да? RTB, если ты про вот этот лист с кодом, у меня он есть. Каждый год, когда у нас новый контракт, нам присылали вот это вот от RTB такой службы специальной, которая регистрирует все, если в легальном поле. И у нас есть это, если ты про вот это вот. Так, где Вова, мне интересен? Да люди с Запорожья рады сейчас. Что ты плетешь? Кто там рад? Рад, что уничтожаются города? Ну, блин, ну прекращайте. Вот меня никто не спрашивал, а я хотела жить в Запорожской области. А теперь приходится в другой стране жить. Юлия, ну вот я про это и говорю. То есть им все равно, у них просто броня вот так вот, броня в 3 пальца просто. Ну, им объясняешь, говоришь, что это, ну, нереально. Они говорят, нет, люди рады, все хорошо, люди рады, что их освободили от их помещений, от их квартир, домов, от их инфраструктур, все нормально, все хорошо, все нравится, все нравится. Ну, невозможно спорить даже, я даже не хочу просто, ну, как бы, да. Ребята, поставьте лайк, 4 лайка, 5 уже, от души, кто лайки ставит, респект, ну, конечно же. Так. А что эти русские там себе пишут, и я думаю, геноцид это штука такая, она легко может перейти на ту Россию, вы же видите, они вообще не защищенные, то, что там строят дома, ремонты делают, работает. Братан, не понял до конца. Красава, спасибо. Ты в Ирландии живешь? Так точно. Молодец, именно так. Лайк поставил, Вова, от души. Я из Крыма, все ждали. Не знаю, кто там ждал. А кто нас спрашивал? Хех, помню, что в 91-м большинство голосовали против развала СССР. И результат такое, да, я слышал тоже, кстати, что много, кстати, да, голосовало, чтобы остался, ну, совок. Кстати, да,
Кстати, мой отчим голосовал, чтобы совок остался. Да, это правда. Это есть такой момент, непонятно. В Украине, ты имел в виду с Украины свалил и топит за родину патриот. Что хочу, то и ворочу. Молочага, привет тобі з ЗСУ. Доброго дня вам також. Привет из Керчи. В Крыму я много где был и, ну, как бы отдыхал постоянно. У меня отчим был проходчиком, да, то есть по путевкам мы каждый год ездили, были мы Семиис, Кариис, Крымская Ялта, Евпаторий, Алушта, Севастополь, Симферополь, Саки. Вот столько, где я был. Может, что-то еще, не знаю, вот что так сразу вспомнил. Ты таксист? Нет. Да, именно это бери и его и иди в инфоцентр. Деньги вернут за каждый год. Ни хрена себе, слышишь? Да, у нас есть эти бумажечки. Ты понял, да? Ты что? Я просто не успеваю комментарии, я листаю как бы. Ну ты точнее всех умнее. Нет, я не умнее всех абсолютно. Вообще, не считаю себя просто обычным человеком, стандартным. Все беру с интернета, ничего. Просто на некоторые вещи есть свое мнение, высказываю его. То есть, как бы, ну, все могут высказывать свое мнение. Абсолютно. Я не пойму, почему людей так бесит, когда, ну, мнения, да, не совпадают. Даже вот сейчас вы тут пишете мне всякую дичь. Я просто либо пропускаю, либо не читаю, либо отвечаю. Ну, как бы я принимаю, думай, ну думай, все, живи с этим мнением, с этой позицией. Что мне за это тебя убить или что? Ну, ты думаешь по-другому, ну думай, все, без проблем. Ну, мне твои, да, ну, принципы и взгляды на жизнь у нас не совпадают. Все, в чем проблема? Причем это законодательство в Ирландии касается каждого гражданина Ирландии, а также коснулось и нас. Ни хрена себе, Вова. Сейчас вот закончу трансляцию и займусь этим вопросом, цим питанием, ну. Я хочу такие же крутые очки, как у тебя, красавчик. Спасибо. Очки... Кстати, очки Levi's. Levi's. То есть не Levi's, Levi's. Это уже я. Levi's. Так, братан, ты выехал с Украины, ты живешь в другой стране, приезжай и люби свою страну здесь. Я, если люблю свою страну, никуда не уезжаю. Ну, у каждого свой выбор, причем здесь, я понимаешь, есть такое, да, понятие, где ты родился, да, и твоя типа родина, и где ты сейчас живешь, то есть где в данный момент твой дом. То есть в данном моменте, в данной секунде, в данной, да, обстоятельствах данных, я живу в Ирландии, моя семья в Ирландии, моя жена, мой сын, я, то есть мы живем в Ирландии, то есть меня все устраивает. Уехал я так решил. Если ты уедешь, это будет твое решение. Не уезжаешь, тоже твое решение. Но я как был, есть и буду за Украину. Это моя страна, в которой, да, хотя я там не родился. Я родился в Германии, в ГДР, в городе Ютербох. А мой батя служил в Потсдаме. Кто знает, что это такое, тот знает. Да, был ГДР, была ФРГ. Вот я родился в ГДР. То есть у меня в паспорте написано Немеччина, Потсдам. То есть Германия, Потсдам. Потсдам, потому что просто это был центральный город, да. А я родился в Ютербоге, но меня зарегистрировали в Потсдаме. И всю свою потом жизнь, когда уже распался, да, совок, и мои родители потом развелись и так далее, я всю осознанную жизнь свою прожил в Украине. То есть по факту это, да, родина. То есть но на данном этапе я живу в другой стране. Но я люблю свою страну, в которой прожил большую свою часть жизни, да. Ностальгия, воспоминания, менталитет. У меня там квартира, пока она еще стоит, да, пока она еще она живая. То есть это все, ремонт, квартира, все это было накоплено, куплено. То есть как это я могу просто выкинуть, да, либо вот так вот, как ты говоришь, приезжай, люби, либо не люби. Сколько вообще в мире людей, которые вот так вот ездят, в смысле, и живут в других странах, просто даже без войны.
Вот здесь в Ирландии куча людей с Латвии, Литвы, Польши, Хорватии и так далее. Так что они не любят свои страны, они просто приезжают сюда на заработки, работают просто и живут здесь десятилетиями. Но ездят в гости в Хорватию, либо в Литву, в Латвию. Они не забывают свои корни, свою культуру, свой язык там и так далее, да, свои традиции, свою еду. То есть я не понимаю, в чем проблема, в чем проблема. Так. Так, что-то адекватное будет. Так потому что я с Донецкой области, почему уехал? Так потому что вы идиоты, просто хотите снести под ноль. Я что, должен ждать, пока мисс ракета упадет на меня, на моего ребенка или что? Нет, я не собирался ждать. Мне это не надо. Ваши ДНРы, ваши эти, как его, вхождения куда-то, захождения, мне это не интересно. Никогда я не буду жить, никогда я не буду получать этот паспорт ваш галимый, бесплатный, который вы там раздаете на этих оккупированных территориях налево и направо. Всем вот так вот. Фур швыряете ними, чтобы главное взяли. Как погода в Ирландии? Как всегда пасмурно. Да, пасмурно, но плюс 25. То есть это по меркам Ирландии жарище, понимаешь, это жара. Если было бы еще солнце, то просто вообще, ну, просто можно лечь, загорать, именно сгореть можно. О, Игорь, привет. Поставь лайк, ребята. 12 лайков, нужно сделать 20. Игорь, привет. Всем привет, что пропустил. То что, как всегда, ну, сыр-бор, туда-сюда заходят, тут рассказывают политику партии. Я начал разговор про то, что дядюшка Трамп как бы говорит, что Путлер его немножко наебывает, и уже как бы нужно что-то делать с этим дядей, потому что у Трампа уже просто лапша там просто, ну, просто у него уже, ну, волосы его просто все в лапше просто, уже в макарончиках, ну. То есть мы про это начали, потому что он уже сказал, говорит, ну, вот эти созвончики, короче, ну, что-то мне не нравится, что-то он мне впарит какую-то дичь, нужно с ним что-то делать, ну, типа, что он же там грозился, что хочет ввести санкции там или пошлины в 500%, кто будет покупать, да, ресурсы российские, то есть посмотрим, что он там ведет. Референдум о государственном и правовом статусе Крыма состоялся 20 января. Поддержали сознание автономного государства Крыма в субъекте СССР. И что? Так и что? Так Совкаж нету, он распался. Ну. Так, давай насобираем 30 лайков для Руслана. Игорь. Егор. Аминь. Блин, я не успеваю уже, ну. Украины не будет, можешь по ней не скучать. Андрей, это твое мнение, твое субъективное мнение. Мне кажется, ты ошибаешься, мой дружочек-пирожочек. Все будет нормально, все будет стабильно, все будет хорошо. Время покажет, рассудит. Уехал ты, потому что испугался. Хватит врать уже людям. Денис, я надеюсь, ты это пишешь не с окопа. Надеюсь, ты сидишь сейчас прям, ну, как бы, ну, на передке, на нуле и пишешь вот эту дичь. Я надеюсь, это так. Если нет, то, значит, ты просто немножко пиздоболишь. Так, приезжай в Украину. Альфа, я же буду сам, ну, как бы решать, как мне двигаться по жизни, окей? Так, тут столько, YouTube столько блокирует сообщений просто, я в шоке. В каком году уехал? Сейчас я расскажу, точное число тебе скажу. 9 марта я уехал со своего города. Вот видите, я весу даже ну, дискуссию. Денис там, он против меня, он там хейтит. Я ему отвечу, я нормально, я хочу, чтобы люди хоть немножко включали мозги, что можно вести дискуссии, нужно соблюдать не то что правила, а понимать, что люди бывают другой позиции, и политической, и так далее. Но все должны оставаться людьми просто, а не сразу. Так, все, давай там, фур, и полетели, ну, из одного места тефтели. Одни, ну вот тоже, вот, Дефт пишет, все правильно. Одни как будто это, сами тупо сидят где-то там на диване, ну, ноги свесили и рассказывают тут про могущество России рассказывают. Вы, ребятки все мои,
мои прекрасные комментаторы, вы хоть, надеюсь, находитесь на вашем святом СВО, надеюсь, или нет, или вы просто так, ну, бла-бла-бла. Ты в Украине в каком городе жил? Тебе еще прописку сказать, как бы, ключ от квартиры сказать, где спрятал? Город Добропилье, Доброполье, Донецкая область, возле Покровска. Какой еще свой язык? Польский? Алексей, ну вы реально, ну честно, ну я скоро, кстати, начну серию роликов про донбасский говор, да, и хочу развеять слухи, что вот это вы себе предъявляете, что русский язык именно ваш. Да ничего подобного. Вы не имеете никакого отношения. Донецкий говор никакого отношения к русскому языку не имеет. Это донецкий язык. Есть одесский диалект, харьковский и так далее. Это как английский язык. Возьмите просто английский язык в компьютере, либо в телефоне, добавить в клавиатуру. Английский будет Великобритания, Ирландия, Австралия, США, Новая Зеландия, Индия даже, у них свой английский, потому что свои правила, свое произношение, свои ударения и так далее. Не нужно рассказывать, что русский язык это лично ваш. Ничего подобного. Абсолютно не считаю, что я разговариваю на русском. Я разговариваю на диалекте нашего донбасского. Так что давай не будем тут рассказывать сказки. Они тут своим языком, блядь. Анатолий, привет. О чем стрим? О том, что Трампу Путин ездит по ушам. А Трамп все никак не может осмелиться дать леща этому лысому. Привет, привет. Я не успеваю. Либо на фарш, либо нет. Ни то, ни другое, не угадал. С Донецка, если есть у вас паспорт России, как вы здесь живете? Что вы несете? С какого Донецка? Донецкая область, вы что там, уши не чистите или что? Придите в себя. Донецкая область, говорю, город Доброполье. Ручки не для скучки. Возьмите, пожалуйста, пробейте через Google, если вы умеете писать, ну, и читать. Здравствуйте. Здравствуйте, F. Блять, ну это просто, Денис, вот просто, ну вот я не понимаю, когда это закончится. Когда прямые эфиры будет нормально просто. Вот, да, есть какая-то тема, мы ее обсуждаем. Вот Денис просто, ну Денис, ну приди в себя. Ну голова ты алюминиевая, ну бля. Рано или поздно ты будешь отвечать за свои слова. Когда настанет тот момент получения паспорта РФ. Денис, еще раз повторяю, ответь. Ты, надеюсь, сейчас в СВО, своем святом СВО, находишься на нуле, на передке, или ты просто бла-бла-бла. Ты можешь ответить на один вопрос, и все. Алексей, ну успокойся, не нервничай, ну, маленький, не успокойся, что ты дергаешься, ну, что ты шипишь, не рычи. Тупые орки бесят. Ну, мне просто смешно, просто мы говорили об одном 5 минут, и потом поехало, понимаете, этот допрос. Откуда ты, шо, куда, зачем? Ты вернешься, паспорт получишь, ответишь за слова. Все, я сказал, под контроль возьму, тебя лично. Сука, ты шо, ну такие комедии просто. Слава Украине, смерть оккупантов. Героям слава. Либо в Россию сдаться. Ты что, на приколе, я в Ирландии живу сейчас. Какая тут может быть Россия вообще? Алексей, ну вы под чем-то, вы что-то употребляете. Может у вас там, может вы в каком-то там городе, в каком-то Норильске находитесь, где там слишком много выбросов всяких плохих. Может вы надышались каких-то паров. Может у вас какие-то там химикаты разлились. Я не знаю, что с вами. Успокойтесь, вдохните глубоко, пожалуйста. И выплюньте уже изо рта то, что у вас там застряло. Неприятный ты тип. Галина, я слышал это от многих. Спасибо за комплимент. Я корки бесятся. Да я в шоке просто. Найдите его за вознаграждение. Евгений, сколько платите? Я сам сдамся. Сколько? Сколько по деньгам? Что там по кэшику? Что там по капусточке, а? Блин, я не успеваю реально. Все будет хорошо, поэтому ты не на Украине. Так, ухилянт. Тарас, спасибо за комплимент. Очень противно вас слушать. Наталья, очень спасибо большое за комплимент.
вам свет дали, что ли? Хорошо чесать языками. Трамп все равно проиграет эту партию. Алекс, ну если вы Ванга, если вы там гадаете на кофейной гуще, вы молодец. Посмотрим, поживем, увидим. В 22-м году, Денис, Вась, в 22-м году. Галина тоже из этой партии, говорит, вы неприятный человек. И пишет, вперед, вперед, родная, вперед. Галина, я надеюсь, вы тоже там как-то, ну, помогаете, как-то тоже там на передке на нуле сидите, ухилянт. Олег, спасибо за комплимент. Блин, я не успею, я до конца долистаю вообще эти комментарии. Ребята, 19 лайков, а ну-ка поставьте лайки от души, ребята, ну. Кто за Украину, ребята, кто за Украину, ставьте лайки, быстренько. Давайте сюда, ну, топим их, ну. 9 марта 22 года, боже мой. Вы что, на приколе, маленькие? Придите в себя. Он З пишет. Мария, так я сам буду решать. Я как бы свободный человек, имею право разговаривать на том языке, которым я хочу. Что за бред, ну? Привет. Юля, как вы искали жилье в Ирландии? Очень тяжело найти. Да, я скажу так. Последнее жилье, которое мы нашли, это сарафанное радио, Юлия. Это сарафанное радио, про это тоже запишу видео. Это сарафанное радио, в чем смысл? Вы понимаете, то есть мы работаем, и нам помогли полячки. Полячка просто снимала комнату, и этот лендлорд ей сказал, нету ли у нее на примете хороших людей, у него есть свободный дом, и вот она посоветовала нас. То есть в прямом смысле это сарафанное радио, это просто дружба, да, ну как бы моя жена просто хорошо очень общается и дружит с ними, ну, работая, да, они встречаются, там общаются, ну, вы поняли все эти моменты. И вот, получается, благодаря вот таким вот знакомству мы нашли себе дом. То есть, реально в Ирландии сарафанное радио работает, чем лучше, вот поверьте, лучше, чем какие-то там объявления в группах, ну, вы поняли, да, вот эти всякие сайты, вот реально, если вы интегрированы, у вас есть знакомые там какие-то там поляки, ирландцы и так далее, вот поверьте, им нужно, ну, просить, да, чтобы они спрашивали, там, может, они где-то узнают, увидят. Вот нам повезло обратно, могу так сказать, честно, потому что мы искали, уже больше года искали, тоже честно, не могли найти. Либо слишком дорого, либо далеко от города, либо условия нереальные, просто какая-то шарашкина контора, какой-то просто, ну, извините меня, ну, просто дом, ну, ужас там, да, там 60-х, 70-х годов, холодный, ремонта нету, а цена там 1000, ну, просто жалко отдавать деньги за такое просто, ну, непонятно что. Так, дальше. Ой, блин, больше, ну, язык, вот и говорите. На мові розговарює. На мові розмовляють. Олеже, друже мій. На мові розмовляють. Щирий друже. Неисполнение положения статья 10 Конституции Украины с 2014 года как раз и привели к тому, что сейчас происходит. Я харьковчанин. Владимир, я не такой эксперт, как вы. Нина, вы же понимаете, что Трамп актер. То, что происходит сейчас, ужасно. Нина, я согласен. Трамп балабол. В Трампе все разочаровались. Я прям вижу вообще просто. Вот реально чувак чисто пришел. Ну, он просто дичь несет. Он не актер, он шоумен. Это еще хуже. Когда актер это одно, а он шоумен и бизнесмен, который всю жизнь заключал сделки. Вы не заметили, у него в каждом интервью сделка, заключить сделку, хорошую сделку, я предлагаю сделку, я хочу заключить сделку. Ему реально, для него все вот это просто сделка. Это не жизни людей, это хорошая сделка, это деньги, это сделка. То есть слишком меркантильный человек. Он всю жизнь зарабатывал деньги. У него в голове только бабки. Для него люди это вторичное. На первом месте деньги, money, кэш, вы понимаете, да? Так.
чем дальше от фронта, тем смелее. Все возможно. Они достали весь мир, орки. Есть такое. 32 лайка, ребята. Кто за Украину топит, пожалуйста, от души. А ну-ка полайкайте. Давайте как бы, ну, покажем, да? Сюда же, ну, на базу. А то они тут что-то, ну, раскудахтались непонятно. Тут доказывают свою непонятную правоту. Ну, я не пойму, почему эти головы алюминиевые еще до сих пор не на своем святом СВО не сидят там, ну, на нуле. Может, хоть какая-то FPV-шечка бы прилетела им в голову. Не сравнивая выдуманный диалект. Ой, что ты плетешь? Какой выдуманный, ну? Не поддавайся, то 80% орки сидят. Я, Борис, я в курсе, просто как бы, ну, хочется, знаешь, разговаривать по теме, по-нормально, адекватно, но я не могу их отфильтровать. У меня и так стоит фильтр, и так тут каждый третий комментарий скрытый. Я не знаю, как с ними бороться, я не понимаю. Прикольно базаришь. Гутарим, базарим, разговариваем, конечно. Скоро русский язык будет главным в мире. Ну, в этом я сомневаюсь. Посмотри на размеры и количество населения Китая и Индии. Мне кажется, там, конечно, повеселее будет. Но это твое личное мнение, субъективное. Ты можешь в это верить. Павел, все понятно. Что бы Трамп давал по лесам Путину, если они кореша? Они все вместе, типа бизнесмены, бабки делают. Боже мой, я не успеваю просто, ребята. Что, ну, нельзя просто вот так пальцем, автоматом, блин, как-то дистанционно. Ребята, 40 лайков. Ну, сюда же эти лайки, ребята. У кого есть монетка, вот просто, мне интересно, вот нажмите сюда, вот тут вверху, да, звездочка. Сколько там, от скольки там можно донатить, чтобы я понимал просто. Так. Ты правда веришь в победу Украины? Это уже, конечно, сложный вопрос. Наверное, на этом уже этапе, конечно, не хочу, конечно, это говорить, признавать, но в том формате, в котором были, да, еще какие-то то, что мечты, да, где, когда можно было это реализовать, что реально там хотя бы выйти на, ну, и сделать так, чтобы обратная линия, да, была та, которая была до 22 года, до вторжения. Это еще реально можно было сделать в 23 году. Но сейчас уже, конечно, ну, там, 91 год это вообще не обсуждается. То есть, ну, понятное дело, что нужно быть реалистами. Конечно, если вы насчет этого, то я все-таки реалист. Я не могу тоже прям кричать и говорить, что будет, ну, короче, кто понял, тот понял. Ну, уже, скажу так, уже так, как было, ну, в Украине не будет. И границы, как были, уже вряд ли они так будут, да. Я это признаю и говорю, а что здесь? Что, не видно, что ли? Ну, блядь, ну, что тут, ну, как? Если бы давали много-много оружия, именно высокоточного, классного и так далее, они, блин, по 20-30 ракет, ну, это смешно, то, конечно, как, ну, как? Но обратно же и святое СВО не сможет просто захватить всю Украину тоже. То есть это надо, не знаю, лет 20-30 воевать. Тогда возможно. Ну, а так тоже такие продвижения, ну, нереальные. Ищу девушку. Ищи. У ведущего истерика? Да от чего истерика? Нет. Здравствуйте, ищу парня, друга, Людмила, удачи вам. Вот Людмила ищет парня, пожалуйста. У нас тут и знакомства, и политика, и Ирландия, и снять как дом, и жизнь, и туда-сюда. Короче, у нас тут о всем и ни о чем. Вот девушку ищу срочно. Ну вот Людмила, и вот... Боже мой, Лян, тут просто, ну что творится, ребята? Фур.
Зеландия тоже скоро зайдет в состав России. Зеландия? Вы очень грамотный человек. Ирландия, может быть, вы хотели сказать, уточнить, но я сомневаюсь в этом. Украинцы хорошие люди. Если по поводу этого могу сказать, это не только проблема украинцев, а всех советских стран, вот эта ментальность. То есть у нас больше каждый сам за себя просто. У нас в большей своей мере, да, люди не готовы помогать друг другу просто так, безвозмездно, там, либо делиться какой-то информацией, просто даже, ну, в общем, у нас есть такая проблема, это не только украинцев касается, то есть у нас мы не так сплочены, да, не так вот объединены, могу так сказать. У нас даже больше тебя съедят свои же и будут критиковать, их гнобить, чем даже типа враги. То есть даже враги тебя не могут не так, да, подставить там, то есть это факт, да, это факт, есть такое, да, но это не только в украинской нации такие проблемы, они и в других тоже присутствуют, во многих. А в большей своей мере, конечно, украинцы добрые, классные, отзывчивые и, главное, рукастые. Наши люди, они приспособятся к любым условиям, к любой работе. То есть здесь, например, ирландцы, они в шоке, как мы можем реально делать по 2, по 3 дела, то есть, и что мы все умеем, они вообще, то есть у них там, не знаю, там кран поломался, сразу сантехника, мы сами можем все поменять, то есть в прямом смысле и так везде, там даже полочку прибить, они пришлют, наймут какого-то там, да, мужа на час, либо какого-то рабочего, да, заплатят ему, то есть они даже элементарные вещи, они даже не хотят браться за это, кто-то скажет, это просто от того, что у них есть деньги, это даже не в этом смысл в том, что они просто даже не хотят. У них такой образ жизни, что вот он работает, пришел домой, все, ему больше не интересно. А у нас еще приходит человек, да, с работы, например, там шахтер, неважно кто, он еще целую кучу дел может сделать. Он может быть еще плиточником, гипсокартонщиком, механиком может подрабатывать там где-то у себя в гараже, да, там крутить, вертеть там чьи-то машины, там что-то менять и делать. То есть мы такие универсальные люди, которые можем приспособиться к любым условиям. Европейцы нет. Европейцы, ну, в прямом смысле, они, ну, если там, не знаю, свет отключат и интернет, не знаю, они, мне кажется, все от депрессии просто, ну, в большей части, да, просто поумирают от депрессии. Так. Осталось 10 лайков. Боже мой, это сколько я еще не дочитал. Уже 45 лайков, ребята. Кто за Украину, ставим лайки. Давайте сделаем 50 лайков. Давайте сделаем 50 likes. Россияне маньяки. Но то, что в России много маньяков, да, даже по криминальной России, кто смотрел такой сериал, там просто, ну, у них там лють. До чего докопались до будущего жителя Ирландии? Его дети и не вспомнят о какой-то там Украине уже в ближайшем будущем. Ну, я тебя понял, о чем ты говоришь. В этом тоже есть частичка правды. В том, что многие сюда приехали с детьми, которым даже там 3 годика, 5, 6, 7, да даже 9-10 лет. И они уже в Ирландии, скоро уже 4-й год некоторые, да? А защита до 27-го года. То есть люди, многие детки, в прямом смысле, у них уже мышление будет на английском языке. То есть, а вы понимаете, да, когда мышление уже на языке, ну, то есть считается, твой родной язык считается тот, на котором ты думаешь. Ты можешь знать много языков, но в голове, на том, о котором ты размышляешь. Вот человек правильно пишет, с одной стороны, что эти дети, если они еще проживут пару лет в Ирландии, то в прямом смысле они интегрируются максимально в ирландское общество, они будут разговаривать, размовляти на английской мове, и, конечно, они забудут уже максимально, да, традиции, там, ну, если, конечно, их родители будут это все поддерживать, тогда да, но все равно для них уже будет ирландская, да, пища, культура ближе, это так, да, это правда. Но все равно именно забыть полностью, если родители правильно будут воспитывать, то дети будут все-таки, ну, в теме. Но вот этом ты прав, что много детей уже, да, они просто уже, ну, в прямом смысле они приехали, и мозг, когда он молодой, когда он свежий, да, когда детки маленькие, они быстро впитывают все. Для них выучить язык новый очень легко.
и они, конечно, сейчас максимально интегрировались в Ирландии, то ну, это правда, они уже лучше, наверное, разговаривают и понимают английский, чем украинскую мову или русский язык. Это правда. О чем стрим? А все меня о чем. Откуда вещание, за что топишь? Ирландия за Украину. Бояться про себя кацапня, правду слухати. Є така справа. В 22 году, что и требовалось доказать. Я никому ничего не доказываю. Я живу, я не выживаю, я не проживаю. Мне не нужен, Денис, унитаз, как тебе, которые там вывозите из Украины унитазы, стиралки и так далее. У меня все это было и в Украине, и сейчас есть в Ирландии. Так что все у меня в порядке, все хорошо. Сидят вторая армия мира с бомбежками, отключениями, заснули, закрыли свой флот, самолеты. Блин, ну ты написал немножко, напиши еще раз, бо столько, ну... Давайте поставим лайки, кто... Да, и сомневаюсь, вот ты написал, больше лайков не становится. Когда я говорю, кто за Украину, ставьте лайки, то моментально лайки появляются. То есть это говорит о том, что много людей, которые меня смотрят, тоже топят за Украину и готовы поддержать мои мысли, да, в чем-то. Мы можем не совпадать все, но... Там многие не знают даже, как ставить эти лайки, но... Так ты за Украину или за мир в мире? Нет, я за Украину. Просто мне спросили, как ты считаешь, можно ли, да, достичь, там, не знаю, выйти на границы 91-го года и так далее. Но понятное дело, что если прям быть каким-то фантазером и фантазировать и говорить, типа, впаривать все, то можно в это верить. Но я говорю, как оно есть. То, что 91-й год точно, там, этот Крым и так далее, это нереально. Это нереально. Там можно еще как-то договориться, может еще как-то сдвинуть что-то можно, но нет. Просто если была бы нормальная помощь, если бы такие, как Трамп, не приходили к власти для начала, да, и вся Европа нормально бы сплотилась и сразу бы давала и истребители, и все, а не вот так по крупицам, по копеечкам, ну что это? То есть Европа тоже двухличная просто, ну получается, она в прямом смысле подставляет Украину, украинцев. Ну просто, кто так помогает? Они начали, подождали месяц или два, увидели, что Украина выстояла, что ничего у них не получилось, их не там Киев, да, за 3 дня, за 2 недели. Они там обосрались. И тогда они начали помогать. А если бы сразу в первый день бы, начали все завозить, сразу, моментально, самолеты, ракеты, ну, высокоточные все вот эти крутые, это был абсолютно другой разговор. Не было бы столько бы оккупировано территории сразу бы остановили их и все. Когда конец СВО, предположительно? Завтра. Я хочу, чтобы завтра закончилось, и все вот эти СВОшники выехали по домам в свои деревни, в свои засмокченные деревни. Хай уезжают. Ты хороший человек? Нет. Не хороший человек. Я редиска. Я редиска, который пьет литовский квас. Топить за Украину, сидеть за бугром нормально? Ненормально. Привет, кем работаешь? Супервалом, Ирландия. Shop Assistance. Ура, уже 30 лайков, давай 50 лайков. Уже 56, блин, я не могу просто долистать. Мне просто интересно все, чтобы, да, быть в контексте. Но мне кажется, нужно сейчас пролистнуть просто до последнего и все, потому что мне уже надоело. Ой-ой-ой, мазефака, вы шо, ребята? Тут уже какие-то ЦРУ, ну. 5 областей, вас, дураков, останется. Читайте ЦРУ Киссинджер. Боже мой, какие ЦРУ, каких... Фу, блин, боже мой. Ну, блядь. Ну, почему у меня на стриме столько, ну, просто, я не пойму, ну, что случилось с вами, ребята? Ребята, подпишитесь на канал обязательно. Эфиры будут каждый день. Надеюсь, они будут с каждым днем все качественнее, потому что мы будем конкретно обсуждать какую-то тему. Просто, ну... Ой, бля.
Я тоже в Ирландии не могу найти работу. Виталий, где вы именно вы находитесь в Ирландии? Вам уже назначили в Интрео личного консультанта. Вы уже, ну, как бы ездили на вот эти разные консультации, где вам помогали делать CV и так далее. Это тоже очень важно. И сколько вы сидите уже на выплатах? Чья Одесса? Украины, ну что за бред? У вас на стриме одни герои диванные. Азербайджанец. Я с тобой согласен. Все, теперь вот последнее буду читать, потому что просто, ну... Что может стать качественнее, если только автор канала фонтанирует желаниями, а не фактами? Арт Д. Если вам так кажется, если вы это знаете точно, то вы же можете выйти с трансляции и жить своей спокойной жизнью. А я буду дальше фантазировать, фонтанировать, и улучшать, ухудшать. Все, что я хочу делать вот здесь, на вот этом вот прекрасном эфире. Окей? Все? Мир, дружба, жвачка. Разошлись, разъехались. Ну. Разве он мужик на бабу похож? Недалекую Галина. Надеюсь, вы красавица. Надеюсь, вы, ну, минимум как Анджелина Джоли выглядите в свои 25. Сидит патриот украинский в другой стране и думает о родине. Ник. Нельзя? Не разрешаешь, сладость моя? В смысле свалил? Подожди. Я из Донецкой области. Я, например, могу тебе сказать так, что я немножко, бывает, ну, не то, что не понимаю, да, если, например, я был с Одессы, например, да, не знаю, там, с Днепра, даже с Киева и так далее, то есть с других областей, я сомневаюсь, чтобы я уехал, ну, так как я был, как сейчас у меня стоит квартира и так далее, я из Донецкой области, и я понимал, что задачи вашего Путлера, Донецкая область, это как главная цель, это как главный оплот, это просто не обсуждается. Я, ну, как бы, это знал 100%, что будет просто под ноль, будет уничтожаться, как Бахмут и все остальное. То извините, почему я должен ждать, пока ракета мне упадет на голову? Я что, самоубийца или что? Ну, приди в себя, ну. Виталий, никто не слушает, никого не слушаем, все правильно ты делаешь. Виталий, кстати, ты не ответил, тебя уже вызывали, тебе уже помогали делать там. Привет с Италии. Италия, по привету, как у вас там погодка, как пиццу там? Да это отмазки. Я не собираюсь ничего тебе доказывать, отмазываться вообще, или доказывать я, Павел. Ты можешь, ну, выйти из эфира и все. Удариться головой об стенку и успокоиться. Чья Украина? Украинцев. Харьков. Донбасс на связи. Так ты еще из Донецка? Донецкой области, алло, в Донецке я учился, Донецкий техникум промышленной автоматики. Ну и жил в Донецке. А Бахмут, кстати, разрушила Украина. Ну, что тебе можно сказать, дураку? Ну, если ты так думаешь, я сейчас же посоветовал тебе, ударься еще раз. Ирландия на связи. О, Ирландия, приветствую вас. Откуда вы? Как поживаете? Как погода у вас? У нас плюс 25, душно, пасмурно. Но на этих выходных будет плюс 26 даже. То есть я уже максимально готовлюсь к выезду на море ирландское. Барбекюшечка. Я даже, наверное, искупаюсь. Хоть море будет все равно холодное, но я нырну. Потому что, мне кажется, это последняя неделя будет теплая. Потому что август у них уже как бы считается, уже это осень, да, начало осени. Набираем 60-65 лайков, если вы за Руслана. Братан, спасибо. Вот это вот парниша. Вот это от души. От души. Хорошего тебе вечера, братан. Зачем ты врешь, что вы изначально снимаете жилье? В смысле? Мы с первых дней снимаем жилье, ничего не понимаю. Что врешь? О чем?
Я могу тебе 3 контракта показать. 3 контракта тебе могу показать по 3 нашим проживаниям. Именно контракты, не какие-то писульки, расписки, там какие-то, если люди живут по АРП, а именно контракты с росписями, печатями. О чем ты шепчешь? Я вообще не покажу. Покажи. Я сниму видео. Аксель, подпишись на канал. Я завтра выйду, запишу видео специально с названиями. Показываю 3 контракта. Просто покажу тебе контракты. Лично запишу ролик, шортс, короткий, минутный. Прямо сейчас я буду идти домой за документом. Я запишу, без проблем. Чтобы ты не думал. Напишу, название ролика будет 3 контракта аренды в Ирландии. Найдешь. Отвечаю. Зайдешь, вот. И ты, пожалуйста, ответь мне потом под этим видео, хорошо, комментарий. Увидел ты все так или не так? Аксель, потому что я скажу, как оно есть. У моей жены есть дальние родственники. Дальние родственнички есть, которые подсобили, которые немножко в начале, вот этот момент, немножко, да, он пропустился сам собою, окей? Так что, маленький, не беспокойся. Мы здесь тоже умеем, окей? ТЦК привет передает. По привету. Так что не волнуйся. Все четенько. Все оно работает. Понятно? Везде. Мой лайк и подписка. Так что в начале, да, мы приехали, а у нас уже было жилье снято. У нас уже жилье было снято. Так что thinking about. Все правильно ты говоришь. Все правильно ты предъявляешь. Я тебе ответил. Без помощи вначале невозможно, конечно. Ну, там помощь просто была просто. Человек знал этого. Так ты все правду расскажи. В смысле, в первых моих роликах есть правда. Смотри, ты, олигофрен, что ты плетешь? Приди в себя, ты голова алюминиевая. Слышишь, ты, Алеша, что ты тут рычишь, шипишь? По колючей он базарит, ну, приди в себя, ну, немножко чайку попей, ну, расслабься. Дорогое в Ирландии жилье, да, очень. Ты шо, дикарь тут. Все расскажи. Что должен тебе что-то вообще рассказывать, ты, шляпа? Ты шо, нахуй? Живет он тут, что-то двигается там, ну, рассказывает, блядь. Доказывать должен что-то кому-то, рассказывать. Ну, ты шо, дичь? Сколько видео? Не знаю, когда как. Я обычно записываю сразу штук 5-6 и потом на пару дней их просто ставлю на таймер и все. Просто на таймер ставлю и все. То есть думаешь, что я сижу каждый день вот это все делаю? Нет. За один день, 2-3, бывает 5 снимаю, потом просто на таймер ставлю, и YouTube сам их опубликовывает. То есть все это уже делается, как говорится, с помощью, да, технологий, то есть с помощью того же YouTube он делает такую, дает тебе такую возможность, чтобы ты сам мог ставить на таймер и все. Да-да-да, таймер, да-да-да. Подскажи, как ставить на таймер с телефона. Не знаю, я с компьютера ставлю. Очень дорогое жилье в Ирландии. Многим уже очень тяжело найти по приемлемой цене. Но вот сейчас мы снимаем жилье, дом. Я завтра, если все получится, сниму обзор на него и скажу цену. Спасибо, Андрей. Я делаю все с компьютера. Я снимаю все на телефон. Загружаю все с телефона тоже, да, потому что удобнее. У меня здесь редактор. Смотри, но я все настраиваю, там, хэштеги, описание, ты понял, обложку. Это все я делаю на компьютере. Все делаю на компьютере. Потому что там более удобнее и больше настроек. Мои дети тоже живут в Ирландии. Ну, это отлично, если они смогут зацепиться, то Ирландия прекрасная страна с английским языком, с хорошей оплатой труда, с добрыми людьми, где можно, есть какое-то будущее. Если они смогут получить здесь образование, то
жизнь у них будет, я думаю, шикарная, роскошная, они смогут стать по жизни кем-то, да, не просто обычным рабочим, а что-то большее, смогут чего-то достичь. Я еще не получил, вот, наконец-то, гляньте, остались одни, кто с Ирландии, боже мой, ребята, наконец-то мы просто общаемся по Ирландии. Фу, вот это надо было мне час просидеть, чтобы они все отлетели. Час надо было слушать, читать этот бред, предъявы какие-то, какой-то просто, чтобы теперь мы могли спокойно пообщаться. Я еще не получил, Юра, карточку, подал еще 24 февраля. Я тебе скажу больше. Я 3 недели назад помогал человеку получать временную защиту. Она в Ситивесте сразу сдала отпечатки, фотографию, но ей нужно был еще proof адрес, да, то есть нужно было, чтобы она где-то устроилась, получила либо жилье от государства, либо сама сняла, либо по ЭРП. Ну, так как мы ей помогли, да, она, ну, живет уже. И сразу, как она заехала, мы получили ей PPS номер. И вот после этого я помог ей отправить на вот этот вот, да, ну, специальный вот этот email, да, ее распечатку с PPS, а там в PPS указан уже, где она живет, адрес. И буквально через 2 дня ей ответили, что все, ваша карточка будет через 2 недели. Карточка сегодня пришла. То есть по факту она пришла через неделю. Уже у нового человека карточка. Представляете? Как быстро. А на мой запрос я еще желтый лист не получил. Я писал обратно 2 недели назад, мне даже еще не ответили. То есть в марте мне написали, что ждите свой желтый лист, все хорошо, от 15 до 20 дней. Вот я жду по сей день. 2 недели назад я написал, ответа 0. Человек, который только приехал, то же самое на тот же email написал, ему сразу ответили и прислали через неделю новую карточку. Теперь у нее карточка, все есть, все полностью, все четко. Я не знаю, по какому принципу честно они работают. Я это не понимаю. У меня такое ощущение, что к нормальным людям заходят боты или неадекватные. Есть такое, да, я не знаю. Включая эфир, он сразу увеличится у меня до 170, 80, до 200 человек. И начинается просто дичь. Я вначале начинаю говорить, да, про то, что, ну, как бы, собирались разговаривать про Трампа, да, про то, что ему Путин, что он Путину звонит, и Путин ему просто там лапшу накидывает. И тут понеслась просто жесть. Хорошего вам дня. Слава, спасибо вам также. Хорошего уже дня и вечера. Ребята, еще 1 лайк. Кому не трудно, лайк, 60 лайков будет. Это рекорд. Это просто рекорд, ребята. Спасибо всем, кто поддерживает, кто понимает мою позицию. Мы можем не полностью, да, сходиться по всем вопросам, по всем каким-то, ну, нюансам жизненным и вообще, но все мы люди, сколько людей, столько и мнений, да, и столько людей. Одну ситуацию могут люди по-разному видеть. Абсолютно. Вот 10 человек будет стоять, и у каждого будет свое видение той или иной ситуации. Так что это нормально, это нормально. Что по зарплатах в Ирландии? Кинул лайк. О, от души 62 лайка. От души. От души. Кому не трудно, я не говорю донатить. Просто вот тут вот есть звездочка вверху у меня. Наверное, она у вас внизу. Нажмите, сколько-то минимально можно скидывать. Мне просто интересно, сколько минимальный здесь привязан донат просто. Это можно настраивать или нет? Вот просто там вот типа такая как звездочка где-то или внизу. У меня просто это вверху нарисовано. Вот, наверное, внизу. Вот сколько там пишет просто. Просто у меня нема второго телефона. Я все никак его не заряжу. Что по зарплате в Ирландии? Сейчас 13,50 минималка. 13 евро 50 центов минималка. Минималка. Неважно, куда ты пойдешь, ну, в смысле, это будет минимальная оплата труда. Если ты специалист, то, понятно, 10 гривен. Минимально, да? То есть это получается сейчас, это сколько в евро сейчас вообще? 10 гривен это, если 1 евро сейчас 49, да? 5,99. Да нету, братан, то какая-то подписка, то значит подписка, спонсорство. То, ну, это слишком что-то много. Надо посмотреть, настроить, чтобы какая-то минимальная была, да. Привет из Гамбурга. Гамбургу по привету. Я, если что, родился в ГДР, родился в Германии, в Ютербоге и жил в Потсдаме.
О, Максим, привет из Дандалка. Куда едешь? Максим, к вам езжу, к вам в вашу сторону. Я рядом живу, ну, от Дандалка я живу 25 минут езды. И вот езжу, я объезжаю Дандалк, да, и там на пляжик мы ездим. Вот туда мы поедем на выходных. Так что буду в твоих там местах. Блин, я пропустил, что еще? Мы в Германии, Аусвайс, ждали полгода, не получили первую помощь на второй день после распределения из лагеря. Ну, получили первую помощь. Ну, по Германии я не могу ничего так вам судить, сказать. Я не знаю. Я знаю, что там тоже там выплаты платят, там и за жилье помогают. Это 24 параграф, да. Но я не знаю, как у вас там обстоят дела, как вам нужно переоформлять этот 24 параграф, онлайн подаваться, либо как. Я не знаю просто, честно, под Германией вообще знаю так, ну, вкратце, да. А так я как бы в Ирландии живу и стараюсь, как бы, да, про Ирландию. Евро. Если будет 65 лайков, то идеально будет 70 лайков набрать. Согласен с тобой, братан, спасибо. Спасибо. Тут нельзя ставить модераторов, кстати. Надо себе хоть... Оля, назначить модератором. Егор. Может, тебя модератором назначить? Да ты будешь их всех... За вопрос 1,99. Это евро? За вопрос, типа, чтобы мне задать 1 евро 99 центов, да? Надо понять, а можно? Привет из Хельсинки. О, по привету. Хельсинки, это ж, ну, Финляндия, да, правильно? Я сейчас в Бад Зульце. Переднее Померание. Максим, все, это понял, это Дандалк. Да, нашел 1 евро. Камила, привет. Тамара, привет, говорит привет. По привету. Фух. Ты шо, гляньте, как хорошо, какое стало хорошее общение, как все эти боты, все эти недалекие люди ушли, растворились в небытие. Алла, привет. Ребята, это если шо квас, литовский квас, чтобы никто не подумал, а то, не знаю, кто в Ирландии, тот знает, да, этот квас. Так, Роберт, hello, привет. Задавайте вопросы, спрашивайте. Вкусный квас. Ой, очень мне нравится. Холодненький. Привет из Карлов. Привет. Я живу возле Северной Ирландии, так что мне до границы Северной Ирландии 3 или 4 километра. Наверное, 4 там, ну там плюс-минус, то есть вы понимаете, да. То есть 5-6 минут и уже в Северной Ирландии. А я хотел только сказать насчет пива. Это квасик. Так точно, это квас, да, просто, ну, они делают в такой банке, не знаешь, там, не в закрутке, ну. А как погода? Сейчас отличная погода, и всю эту неделю в Ирландии будет отличная погода, будет настоящее лето. Вот с завтрашнего дня у нас будет плюс 25-26, и будет по воскресенье. То есть это уникальное событие, когда 4-5 дней, ну, и уже можно сказать даже сегодня. Сегодня уже вот среда, да, и сегодня просто уже жарко, душно, просто солнышко как бы за тучами, но максимально. То есть ты чувствуешь уже лето. Как говорит Руслан, вперед светлое будущее. Ну, конечно же. Но вы вообще в другой стороне от меня. Рыжих там правда много? Правда. Не, ну правда, да, много прям вот. Там у них бывает по 5-6 детей, и просто все идут просто рыжие, да. Есть такое. Как вам климат Ирландии? Не скучайте по снежным зимам и жаркая музыка лета. И жаркая музыка лета. И жаркому лету. А я просто, ну, есть такой момент, Виктория. Больше, да, скажу так, честно, наверное, по зиме. Вот по зиме, да, по заснеженной зиме, по хрусту вот этому, да, когда идешь, снежок хрустит. Просто по этой атмосфере. Я так скажу, мы ездим отдыхать просто, да, там, вот,
вот ездили на Канарские острова, Тенерифе, Египет. То есть солнышко можно купить, как бы оно дешевле, да, стоит, чем, например, поехать на лыжах там покататься, да. То есть лыжи подороже будут, и не хватает именно зимы. Вот так по факту я уже сколько здесь, да, уже 4-й год. За 4 года тут выпало всего лишь 2 или 3 раза снег, и обратно же он моментально растает. То есть такого, чтобы там пару дней лежал снег, здесь не может быть. Он ночью выпал, и утром еще там до 9, до 10 утра он может пролежать. Все, потом все растает. Потому что зима здесь теплая. Выехать с Украины, статус беженца, паспорт надо? Не понял еще раз. Ирина. Выехать с Украины, стать беженкой, паспорт надо? Ирина, конечно. И нужен биометрический паспорт Украины. Поначалу пускали всех, с любым паспортом, и с обычным нашим, да, в смысле, не загран, внутренним паспортом, даже со свидетельства о рождении, все, что хочешь, просто выезжали люди со всем, что у них было под рукой. А сейчас уже везде правила ужесточили. В Ирландию сейчас вообще невозможно прилететь без биометрического загранпаспорта, который действителен. Да-да, я тоже скучаю по этому. А вот по жаре в Ирландии бывает жарко. Вот сейчас эта неделя будет жаркая. В прямом смысле, ты ляжешь на солнышке, ты сгоришь, ты почувствуешь, ты прям, ну, вспотеешь хорошо так. То есть ты почувствуешь. А вот зимы нету, да, зимы нету. Весна, осень, лето тоже, да, ну вот такое короткосрочное там буквально полнедельки, может, бывает неделька жаркая, да, бывает 10 дней вот было жарких. То есть бывает такое молниеносное. А вот зимы нету, да. У нас сегодня 40 градусов было. Фу, это, подожди, где ты? Я сейчас, да. Виктория, вы сейчас где находитесь? В Украине? Либо я, может, что-то путаю. Блин, 1 год, когда 3 дня снег навалило, 3 дня выходных. Роберт. Полтавская область. О, я понял. У меня брат тоже сейчас в Ирпене, говорит, 35 у них. Тоже, говорит, жарища, пипец. Ну, тоже было... Нет, я тоже в Ирландии, родом с Латвии. О, Виктория, у меня здесь друг рядом, ну, мы с ним дружим, да, он мне помог, он инструктор по вождению, помог мне получить права, мы с ним как бы подружились, тоже он с Латвии, у него жена с Латвии, так что, да, с латышами как бы я общаюсь, ходим в паб с ним, то есть нормально, он здесь уже 19 лет живет, так что... Так, в Харькове может быть 40-45. Не скучаю вообще, Лана. Ну, как сказать? Если ты, типа, как бы, ну, ответила, да, и, типа, как бы, мне нужно, да, типа, ответить свое мнение насчет того, скучаю ли я. Нет, ну, есть такая, ну, все-таки я там прожил в своем городе почти всю жизнь, да. Там школа, потом мой сын пошел в ту же школу, то есть, ну, вот это вся, знаете, какая-то, свои тропинки, свое, да, рядом у меня жили родители, то есть, ну, вы понимаете, что все было максимально понятно, все было настроено, все было четенько, то есть, ты выходил, да, ну, у себя дома, все тебя знают, ты всех знаешь, на районе, туда-сюда, то есть, ну, был свой вайб, свой нереальный, какая-то атмосфера такая дома. Здесь, в Ирландии, ты можешь это все компенсировать только, да, там, каким-то отдыхом, выездом, вы поняли, да, куда-то. Типа вот выехать, какие-то эмоции получить. Живя здесь на районе, я себя не чувствую сильно дома, честно скажу. Именно на районе, да. А в Украине можно было себя чувствовать на районе, именно вот это ощущение было твоего, да, дома. Здесь это компенсируется, конечно, выездами куда-то, там, путешествия, там, какие-то, да, экскурсии, выезд куда-то, да, это компенсирует. Но именно на районе, когда живешь, я сильно не чувствую этого. Так. Согласен, уже 20 лет в эмиграции. Андрей, где вы, тоже в Ирландии или нет?
Вот я человечка только что заглушил. Оказывается, здесь тоже можно глушить людей. Отлично. Теперь будем так. Надо, короче, мне модератора найти. Я очень давно живу в Ирландии, и все равно ностальгию. Особенно, когда возвращаюсь с Латвии. Италия. А, точно, ты же говорил, Италия. Блин, забыл. Италия. Беллуно. Беллуно. Привет з Вінниці. Доктор, приветствую вас. Кириченко. А вы доктор в какой отрасли, если не секрет? Виктория, я вас понял, ну вообще это правильно, просто человек написал, что никакой ностальгии у него нету, да, там он с Харькова и как бы не хочет, не, у меня есть, я бы хотел бы поехать бы и сейчас в гости, но сейчас это как бы нереально и не актуально. Потом, если все закончится, все как бы, то я думаю, обязательно я и моя семья, мы приедем в Украину в гости, родственники там есть, обязательно это не обсуждается, и будем, возможно, каждый год, да, летать. О, солнышко выходит, ребята, тучки расселись, и выходит солнышко в Ирландии. Солнышко здесь, спортивный лекарь, там реабилитолог. Прикольная профессия. А что именно по какому спорту или в общем по спорту? Ну просто я знаю, что там, например, в футбольной команде, да, есть свой доктор, который, да, реабилитолог, помогает, там, баскетбол. Ну, в каждой команде, да, должен человек быть, который следит за здоровьем, да, команды. Я очень хочу, чтобы вы нашли себя модератора. Да я думаю, тебя, блин, взять. Есть такие люди, которые скотыняки, настоящие скотыняки, так. Так ты кажешь, скотыняка. Это точно. Или есть такие люди, волоцюги. Ох и волоцюга. Да, модератор вам не поможет. Не, ну просто он будет просто их заглушать, которые будет слишком много писать. Потому что я не успеваю просто и листать комментарии, и читать, и отвечать, и при этом блокировать тех, которые пишут просто какую-то, да, ахинею непонятную. Вот, гляньте, солнышко просто. Вам видно? Просто вообще кайф. Просто на меня сразу, прям руку сразу аж как немножко обжигает. То есть тут солнце вообще другое. Тут этот ультрафиолет, он просто намного мощнее, чем в Украине там и в других странах, да, неважно, это может быть Латвия, может быть Польша, там не такое солнце. Здесь именно солнце очень такое, да, колючее, жестокое, оно именно палит, оно реально, ты за полчаса можешь сгореть, можешь обгореть. Люди просто очень злые по разным причинам. Откуда вещаете? Ирландия. Я согласен с тобой, согласен, что люди очень обозленные. Много людей, которые сейчас, да, там, например, даже с Украины, которые уехали, да, побросали свои бизнесы и так далее, они очень злые. И вообще люди злые, те, которые видят, что у тебя какой-то успех. Вот, например, здесь в Ирландии. Вот меня смотрят многие, смотрят там, я полетел туда, то, купил машину, переехал в новый дом. А они сидят в Ирландии уже тут по 15-20 лет на одном месте, топчутся на одном месте и злятся от того, что я как-то этого достиг. Им всем кажется, что нам, украинцам, все бесплатно дают, прям все вот это, что у меня есть, я получил бесплатно, то есть бескоштовно, ничего подобного. Работа, дом, мозги должны просто думать, работать, ты должен что-то делать. Они многие застряли просто на этих заводах, фабриках по 20 лет. И все, работа, дом, никаких движений. Просто я уже говорил об этом, что украинцы, ну и многие еще национальности есть, да, которые мыслят шире, которые не только работа, дом, которые еще может где-то подрабатывать, а где-то там, а сям, пятое, десятое. То есть вы понимаете, о чем я говорю, да, быть многозадачным. От того, что ты остался, ну, и не развиваешься, это не значит, что я плохой, от того, что у меня это получается как-то. А у них вот такая логика. Если ты как-то смог перепрыгнуть их, да, например, там за 3 года вот у нас вот такое, столько мы всего сделали, да, а тут некоторые за 10 лет не смогли ни права получить, ни машину купить, ничего, либо купить какую-то там, не знаю, развалюху. То есть, ну, в прямом смысле, я не знаю, куда они деньги девают, либо как они вообще бюджет свой смотрят, я не знаю, может они ходят каждый день, питаются там в ресторанах, в этих, едят эти Irish брекфасты, я не знаю, что они, либо они по пятницам ходят в пабы и сливают свою зарплату там, я не знаю, как они двигаются, я не понимаю, ну. Привет с Донбасса. По привету с Ирландии, но тоже с Донбасса.
Я не про интеллект, а про многозадачность, понимаешь? У нас люди, которые еще приходят с работы и потом подрабатывают то плиточником, то гипсокартонщиком, то могут сделать по электрике что-то, то в гараже могут кому-то что-то подшаманить, я имею в виду машину и так далее. Рукастые, понимаешь? Рукастые. Ну и многие еще могут зарабатывать другими путями. Неужели в Ирландии жгучее солнце? Ребята, кто из Ирландии? В Ирландии жгучее солнце или нет? Ответьте, пожалуйста, может человек мне не верит. Если солнце, прямые лучи, вот прям солнце вышло и начинает прям на вас, вот да, вы станете вот так вот и будете солнышку улыбаться. Сколько вы сможете так выдержать, именно стоять на солнце? И будут ли какие-то последствия? У меня, я сколько уже в Ирландии обгорал, это просто, ну... А вот в Калифтрум, блин, ну, братан, или, извините, или мисс, либо вы девушка, женщина, не знаю, да, ничего тут делать, мертвая уже страна. Блин, ну ты не сравнивай Ирландию и Калифорнию. Я просто говорю, что если солнце выходит, и, например, тут в Ирландии плюс 25, то оно реально жарит, как будто 35. То есть, потому что ультрафиолет очень сильный, он именно жжет, понимаешь? То есть это уже солнце, как бы оно не полезное. Ты не кайфуешь от этого солнца. Ты реально уже просто чувствуешь, как у тебя кожа просто сгорает, ну. В Ирландии солнце термоядерное. Инна, спасибо вам большое, спасибо. Ребята, поставьте, пожалуйста, лайк. Вот здесь внизу, если кто может, лайки поставите. Уже 69 лайков. Спасибо всем за лайки, спасибо. Отличается язык от других регионов Англии? Конечно, отличается. Да ты что, они вообще, они друг друга не понимают здесь, в Ирландии. Ты что, если с моего каунти поедут куда-то в Корк, либо Галлоуэй, то они там не поймут, они там, ну... Тут везде все отличается. Ударение, окончание. А про Great Britain я вообще молчу. Про Шотландию, там, Уэльс, у них всех разный диалект, они друг друга не понимают, вы понимаете? Мы работаем, да, шоп-ассистентом, к нам подходят, я их не понимаю. Я зову ирландца, типа, помоги, что он говорит. Человек, особенно старый человек, говорит, они не понимают, они ведут еще третьего, то есть доходит до того, что вызывают главного менеджера магазина, главного менеджера, чтобы он мог разжевать, чтобы он мог понять, что от нас хочет эта дедушка, либо эта бабушка. Да, очень быстро загораешь. Моя дочь за неделю коричневая стала, как будто в Испании на курорте побывала. Вот Виктория тоже это подтверждает. Солнце очень палящее, просто. Буквально, ну, полчаса с одной стороны, с другой стороны, и все, можешь сгореть, если не будешь намазан, как он называется там где-то, FPV, как FPV, бля, FPV дрон уже, нет, как оно, SPF или как называется, вот это, эти крема. Олег, интересно. Да, приехала мать, 3 года не видела, выезжала в 22 году с ребенком. В чем была, теперь ощутила разницу и стремится назад. Бывает и так. Как ирландцы относятся к англичанам? Ну, это интересный вопрос. Когда умерла Елизавета II, то они радовались. Они радовались, прям, как говорится, подъебывали, свои шуточки там говорили. То есть, да, не слишком они любят. А как они могут до конца любить, если они всю жизнь были под оккупацией? То есть, их всю жизнь они были аннексированы, да? Им навязали даже язык. И они уже с этим смирились и разговаривают на английском. Ирландский знает 3-5%. Все, именно что могут нормально разговаривать. Остальные просто фразы знают. Так что ирландцы как бы не могут относиться хорошо. Как? Если история говорит об обратном. У них история говорит об обратном. То есть они тоже здесь горе повидали от англичан. И голод, и война, и оккупация, и все-все-все у них здесь это было. Они это прочувствовали. И сейчас даже часть Ирландии оккупирована. То есть Северная Ирландия, я считаю, что рано или поздно она станет, конечно, ну, Ирландией единой. Англия 2 ляма ирландцев с голоду положила. Вот Виталий пишет, это правда, полная правда, да. Все тоже было сделано искусственно, все повывозили, ничего не давали. То есть в прямом смысле люди просто умирали с голоду, просто еды не было. Это жесть просто. Это как можно это забыть?
Понимаете, это невозможно тоже такое забыть. Это кажется, там это было 100 лет назад. Ну или сколько там, может, я забыл в каком году просто. В конце, я знаю, 1800 там каком-то, 900, 1890 там что-то, да, если не ошибаюсь. Там он 15 лет был, что-то такое. Я не буду врать, я знаю, что вот в конце, ну, 1800 какого-то года, там уже ближе к 1900 годам, ну. Так, ну что, ребята, всем спасибо за внимание. Квас я допил. Трансляция и так затянулась. Жаль, что трансляция только сейчас вышла в нормальное русло. Адекватные люди со мной остались. Спасибо вам большое, что смотрите. Спасибо, что лайкаете. Подписывайтесь на канал. Буду стараться выходить в эфиры каждый день теперь. Хотя бы по часику будем общаться, делиться каким-то опытом, какой-то информацией. Кому интересно, обратно же, не стесняйтесь, спрашивайте. Если адекватные вопросы, я всегда отвечу. На связи. До завтра. Всем хорошего вечера, приятного настроения. И обратно, кто из Ирландии, эта неделя будет шикарная, роскошная. Всем хорошего уикенда, отдохните. Кто морж, кто готов рискнуть, искупайтесь в океане, либо в море. Так что всем хорошего настроения.